вчера выгрузила расклады и обещала, сказала, достану сегодня карты, что у них сейчас происходит, здесь и сейчас. Ну, возможно, они нам покажут будущее. И у меня две колоды, люблю делать расклады так, оракул и классика. Давайте же достанем карты. Так, вот у нас классика. Я сейчас их перемешаю немного. Отвечу на ваши вопросы. Смотрите, выгрузила по поводу армии, и мне написали очень много вопросов по этому раскладу. Ну, почему конкретно я не указала? Ну, карты показали здесь и сейчас, что ребята реально работают. Если вы внимательно посмотрите расклад, и я даже после расклада, бывает, если что-то я не сказала, или мне бывает приходит после расклада, я могу делать заметки. И у Тэхёна четко стоит, что он сейчас, двойки вышли, да, обсуждает, договаривается и занимается творчеством. У Чонгука вышли, что он заканчивает какие-то проекты, рабочие моменты. И, в общем, карты двигаться дальше. Колесница вышла. Да. Здесь, в принципе, особо нечего сказать, да, карты реально считали, что у них сейчас происходит, да, и по поводу армии Тэхён, двойки, это договаривается, обсуждает, а Чонгуку, в принципе, вышли карты, реально вопрос решен, я и сказала, да, потому что карты вышли, карта десятка жезлов, это карта результата, и колесница вышла, то есть он даже конкретно знает, когда он там идет, в принципе, да. Так, Тэхён и Чонгук, что у вас сейчас? Карта вышла «Мир». Такая карта шикарная. Вообще, я же спрашиваю на их пару. Смотрите, какая интересная карта. Здесь все знаки зодиака. Ой, какая красивая карта. Посмотрите. Это карта «Мир». Все знаки зодиака. Карта «Время». Видите, здесь часы. Интересная карта. Карта «Мир», ну просто идеальная карта на отношения. Меня многие, ну, в общем, просят, да, многие, и вообще пишут, что нравится, например, не, допустим, как я рассказываю значение карты. Нет, скорее всего, не так. Что я не делаю своих предположений по поводу каких-то событий, а именно трактую, о чем могут говорить карты, а вы уже там типа анализируете и так далее. И, кстати, это очень даже и неплохо, и вы можете в комментариях оставлять свое мнение и общаться по этому поводу, да. Так вот, если мы посмотрим внимательно на карту, скажем, все начинается с шута и заканчивается шутом. То есть он прошел уже какой-то путь, достиг чего-то, в общем, да, и дальше, например, карта результата, и радуется, вот, например, своим каким-то достижением и готов идти дальше. И в этой колоде, если шут взять начало, то он в маске, ну и там тоже бывают персонажи в маске. Это типа вот поддерживается тематика этой колоды, в общем, да, и направление. И вот он уже без маски в этой карте. Путь достигнут, маску сбросил свою. Что нужно, испытал, что случилось, что и произошло, случилось, произошло вам, чему должно быть, да, вот то случилось и то произошло. И здесь, например, если по шуту только начало и всякие испытания, и он по всем, если пройти старшим арканом, там может быть, да, что-то, например, взлет, падение, какие-то изменения, то по этой карте, в общем, ну, наконец-то, вот, большие достижения, уже, в общем, никому ничего не должен. И, наконец-то, вот возвысился, в общем, ну, в этой карте говорится, соединился
Вселенной, да, ну вот возвысился над чем-то, над какими-то проблемами, в общем, да, потому что реально достигли результата. И вот к отношениям, если я привяжу эту карту, скажем, да, то, в принципе, они сейчас вместе по этой карте. Эта карта результативная. И, в общем, я уже сказала, да, что они вместе. И эта карта говорит, знаете, что все трудности позади, вот они вместе, какие-то этапы пройдены и готовы к новому этапу в своей жизни. Да? Какой это будет у них этап, в общем, это им известно. Это карта полного удовлетворения, то есть они наслаждаются вот, в общем, общением. В общем, карта очень эмоциональная, карта удовлетворения. И вообще очень тесно связано с чем-то кармическим. То есть, например, это, скажем, вот чему суждено быть, тому не миновать. В общем, я так простыми словами скажу, да. Это карта исполнения и награды. И вот, например, если что у них здесь сейчас, вообще на отношения просто суперкарта. Прочные разносторонние отношения. И, ну, если на отношения посмотреть карту, да, партнеры отлично совместимы, ладят с друг другом, много друзей. Эта карта, если вот, например, выходит на пару страстные любовники, деловые партнеры, хорошее взаимопонимание, понимают проблемы друг друга, помогают, совместные поездки, общие друзья, общение с родственниками. Так, немножко собрала их, в общем, а то они так и распушились. В общем, очень хорошая карта, и я вам скажу, что, возможно, они в поездке, и, возможно, они не одни, и эта карта может быть говорить о коллективе, и с друзьями, и вообще, да, карта, давайте еще там откуда-то достанем. Так, что у них? Рыцарь Пентаклей. Да, может говорить карта не одни, а может это кто-то. Вообще, два персонажа вышло здесь, да. Это персонаж у нас, и маг у нас персонаж. И вообще такие шикарные карты. Смотрите, я сказала, вот достижение, результат какой-то и новый этап. А маг это новый этап вышла карта, да. И рыцарь Пентаклей это карта каких-то намерений, начать какое-то дело или начали какое-то дело, медленно, но верно. Вот запустили какой-то проект, медленно, но верно двигаются к своей цели. В общем, шикарные карты им вышли. Посмотрите, какие. Маг значение решительность, инициатива, карта какой-то деятельности, а еще контроль. Вот эта карта очень тесно связана с какими-то проектами, контроль над какими-то проектами, ситуацией, вообще событиями. В этих картах есть дух соревнования. Вот, в общем, во всех картах есть. Да? Возможно, они где-то вот в поездке. И с коллективом и не одни, да, я, возможно, говорила уже об этом. Это может быть персонаж, вот в общем вышло два персонажа, да, и возможно, вот как я сказала, они где-то сейчас, во-первых, они вместе по этой карте, и возможно в какой-то поездке. А вообще вот если энергетика рыцаря Пентаклей, это, ну, например, личные какие-то испытания в этой карте есть, да, и вот, кстати, эта карта вот завершения, это начало. Вот сейчас какие-то проходят испытания, да, что касается вот нового вида деятельности или нового проекта или чего-то нового, да, вот проходят подготовительный, возможно, какой-то момент, да, к чему-то. Ну, в общем, я говорю такие общие фразы. Я же не буду сейчас к чему-то привязывать и навязывать что-то. Ну, в общем, вот так. Так, а теперь достану оракула карту. Что оракул им скажет. Вот. И оракул. Ой, смотрите. Это прям на колесницу похоже, да? Тоже лошадка такая. Так, шикарные карты. Вот смотрите, лошадка. Эта карта связана с мечтами, да? Смотрите.
И здесь у нас лошадка, и здесь, и сидят вот два молодых человека, сидят вот тут Буратино, возможно, Мальвина, да, персонажи, и о чем-то мечтают. Кстати, да, тоже вот завершение какого-то цикла, и маг вышла карта, а это карта каких-то новых проектов, да, а еще карта очень тесно связана с намерениями рыцарей. То есть реально они вот что-то хотят еще там, или уже замутили, в общем, или мутят там. По магу это уже ведется какая-то деятельность. Карта мечты. Здесь не один персонаж. В этих картах есть один персонаж. Здесь персонажа два, если мы видим, да. Это мечтание двух сильных, могучих, красивых людей и способных, в общем, на все, да. И здесь вот по магу, конечно, вот смотрите, я повелитель, да, вот, способных, в общем, на все. Если мы посмотрим на эту картинку, то мы видим здесь лошадь, она вот, видите, стержень какой-то, да, и она вот на стержне типа прикована к чему-то, да, вот к каким-то обязанностям, возможно, да, к месту. И вот если посмотрите, шар такой разбивается, да, это же шар, вот видите, внизу, а вверху разбился он уже, осколочки такие. Лошадь вырвалась наружу. И она помчалась, в общем, к своим мечтам, возможно. Возможно, она помчалась, ну, например, на работу, возможно, лошадка помчалась, да? Может быть, карта говорит. Наконец-то она вырвалась на свободу, эта лошадка, да? И она показывает, что она вот обладает внутренним таким стержнем, да, и вот маг еще. И она может все, эта лошадка. Побег вот этот лошадки, это своего рода, если вы посмотрите, трансформация, да, вот была лошадка такая, стала лошадка свободная, да, свободный дух, и, скажем, оставила какие-то проблемы позади и помчалась, в общем, к чему-то новому. Ой, смотрите, как интересно, да, у них реально огромнейшие перемены у ребят. Оставила вот что-то пустое, ненужное, бессмысленное. Но карта говорит, я не буду делать долгие расклады, сейчас еще там читать вот по 3 часа. Я хочу сказать, вот если вы внимательно посмотрите на карту, то карта явно говорит о том, что они начали действовать, да. То есть они были вот привязаны к чему-то, а сейчас они реально свободны в выборе, показать свое внутреннее «я», на что они способны. Реально настал момент для них действий, да, каких-то. Вот и карты также говорят. То есть они сами по своему усмотрению выбирают какие-то проекты, вкладывают деньги, распределяют. Эта карта денежная вышла, да? Распределяют эти деньги, получают эти деньги. То есть они реально сейчас вот окрепли, освободились от чего-то. И перед ними открылся карта мир. Весь мир у них на ладони, да? Они могут по магу вообще заниматься чем хотят, да? Здесь и посредническая какая-то деятельность, и карьера, и, допустим, петь, и танцевать, и, да все, что хочешь, например. И карта говорит, что вообще, вот, например, если они там сидели и мечтали, да, и думали о том, что вот какая-то мечта от них, вот смотрите, какие карты, ускользает, да, то теперь они понимают, что все у них сейчас в руках. И я повторюсь, на многое они способны, и они реально думают сейчас, что да, мы можем уже действовать по своему усмотрению. И к изумлению других, да, их окружения, всего мира и так далее. То есть они сами вправе решать свою судьбу. Ну, вообще я четко задала вопрос, что у них сейчас, да. И я скажу по картам, здесь нет карт разделения, потому что эта карта, это общая копилка. Эта карта тоже, если на отношения мы посмотрим, тоже на отношения очень хорошая карта. Это на отношения хорошая карта. Я говорила тут тоже о двоих людей, да, и маг тоже, вот значение, запомните, по магу тоже двое людей, понимаете, да, тоже говорит о паре, это не одиночка.
И тоже поддержка. А друг друга помогу. И самое главное, вот он же строит, видите, он своего рода строитель, он что-то делает, вершит. И вот здесь, например, здесь представиться, вот, да, сейчас вот представилась, и карта же это тоже дополняет, да, представилась такая реально возможность строить свое гнездышко, да, так, как хочется, построить свои отношения так, как хочется им, понимаете, да. И карты все вышли рождение чего-то нового, да. Вот, например, если бы пришла девушка и сказала, я забеременею, я бы сказала, да, вот смотрите, здесь рождение ребенка, даже в некоторых колодах там реально, вот, например, 78 дверей там рожает, да, вот. Здесь тоже же рождение чего? Здесь рождение, трансформация рождения. То есть, понимаете, какие карты вышли, да? Просто вообще супер карты. Спасибо вам за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. И всем пока.